Верите ли вы в пришельцев? В НЛО? И если да, то почему? Скорее всего потому, что главенствующая научная парадигма не оставляет вам другого выбора, кроме как уповать на то, что мы не одиноки в бесконечной вселенной. А что если все, что вы знаете об этом феномене, а самое главное то, как вы об этом думаете, определяет горстка людей в высоких кабинетах? Ведь последние годы, как деревья сквозь асфальт, пробиваются сведения об этих феноменах, которые абсолютно противоречат официальной парадигме. Может быть, это неспроста? Одной из самых секретных групп, которая занималась этим вопросом, была элита Коллинза, о которой стало известно лишь в 90-е годы. Эта секретная группа представляет собой объединение, которое, по утверждениям некоторых исследователей, существовало в рамках секретных правительственных структур США. Они занимались изучением феномена НЛО и связанных с ним явлений. Однако их подход был не совсем традиционным. Пристегните ремни, потому что после просмотра этого видео вы поменяете полностью свои взгляды на феномен НЛО. Ведь именно об этом сегодняшнее видео. История основания элиты Коллинза берет свое начало в середине 20 века, в период, когда интерес к НЛО резко возрос. Это совпало с началом массовых сообщений об НЛО в 40-х годах, таких как знаменитый случай в Розуэлле в 1947 и последующие исследования феномена НЛО в рамках правительственных программ. Появление элиты Коллинза связано с другими секретными исследованиями НЛО, такими как проект «Синяя книга» или Blue Book, инициированный военно-воздушными силами США. Однако элита Коллинза откололась от стандартных научных подходов, поскольку некоторые из членов группы начали интерпретировать феномен НЛО не как технологическое явление, а как проявление сверхъестественных или межпространственных сил. Исследования элиты Коллинза включали изучение деятельности известных оккультистов, таких как Алистер Кроули и Джек Парсонс, после странных экспериментов которого и началась невероятная активность НЛО в США. Именно они, как утверждается, могли способствовать появлению феномена НЛО через свои оккультные практики. Группа считала, что такие практики могли открыть порталы для демонических сущностей, которые маскируются под инопланетян. Специалисты этой группы пришли к выводу о том, что НЛО и их предполагаемые пилоты – это не инопланетные в привычном смысле, а сверхъестественные сущности, которые играют на слабостях человечества, чтобы обмануть и контролировать его. По мнению группы, НЛО – это физическое проявление демонических сил. Группа видела свою миссию в предупреждении общества и руководства США о сверхъестественной угрозе. Они считали, что феномен НЛО – это часть глобального плана демонических сил, направленного на подготовку к концу времен. Группа изучала многочисленные сообщения о наблюдениях НЛО, собирая подробности о событиях, особенно тех, которые сопровождались мистическими элементами. Особое внимание уделялось случаям, когда люди сообщали о контактах с, в кавычках, инопланетянами, которые давали странные религиозные или философские послания. Группа анализировала исторические записи и современные материалы, связанные с магией, демонологией и другими аспектами сверхъестественного. Особый интерес представляли ритуалы и обряды, которые могли вызвать или усилить активность НЛО. К примеру, оккультист Алистер Кроули утверждал, что он контактировал с существами, которых он называл в кавычках «высшими сущностями». В своих записях он описывал создание контакта с существом по имени Лэм, который внешне напоминал современных представителей серых пришельцев. Джек Парсонс, известный как пионер ракетостроения и последователь оккультных практик, участвовал в ритуалах, которые элита Коллинза считала ключевыми для открытия порталов в наш мир для демонов. С этого момента активность НЛО над Соединенными Штатами лишь начала усиливаться. Уфологи
постоянно проводят многочисленные параллели между явлениями, связанными с НЛО, и предположительными проявлениями демонических сил. Американский православный священник отец Серафим Роуз впрямую назвал ряд наблюдений НЛО деятельностью злых духов. Еще одной общей чертой демонической деятельности и наблюдений НЛО являются разного рода неприятные запахи. В частности, современный американский контактер Альберт Бендер, сообщавший о своих встречах с пришельцами, заявлял, что ощущал отчетливый запах серы в присутствии инопланетян. Любопытно, что если мы откроем средневековые трактаты, именно таким запахом сопровождалось всегда появление демонических темных сил. Существуют и другие особенности, объединяющие явления, связанные с НЛО и проявление демонической силы. Это и телепатия, и способность приобретать самые разные формы, проноситься в воздухе с огромной скоростью, делаться невидимыми и так далее. Наверное, прямо сейчас у вас масса вопросов, негодования и желания выключить видео, потому что это же какой-то средневековый бред, мракобесие. Какие демоны? Казалось бы, есть наука, которая объясняет, что мы не одиноки во Вселенной и все такое. Но подождите спешить с выводами. Вначале давайте отделим зерна от плевел. Как минимум, существует 3 типа неопознанных летающих объектов, которые мы с вами наблюдаем в небе. Первый – это секретные самолеты спецслужб и правительств, которые могут напоминать НЛО лишь только потому, что используются новые технологии, о которых мы не знаем. Второй тип – это те самые проявления астрального или духовного мира, и некоторые из них демонической направленности, которые мы наблюдаем, они, как правило, отличаются тем, что объект в воздухе начинает непонятным образом менять формы, хаотично двигается и так далее. Третий – это естественные природные явления, включая преломление света, миражи. Но давайте не забывать, что есть и непонятные феномены, после встречи с которыми люди чувствовали непонятные голоса в голове. Многих парализовало, они не могли двигаться на своих кроватях, получать телепатические сообщения. Это факторы, которые прежде всего показывают нам влияние на духовную и ментальную структуру человека. Ну что, немного вкусили логики для того, чтобы продолжить дальнейшие исследования? Сообщения о встречах с такими объектами часто включают искажение времени и пространства, а также необъяснимые события, которые трудно вписать в рамки реальности. Это похоже на идею о том, что демоны могут изменять восприятие реальности человека, создавая иллюзии или видения. Некоторые свидетельства описывают сущности, связанные с НЛО, как враждебные, холодные или бесчувственные. Они могут причинять боль или страдания людям, что также соответствует описаниям взаимодействия с демоническими силами. Более того, оккультист Алистер Кроули сам говорил, что раньше их называли демонами, а в современном мире их будут называть по-другому для того, чтобы подстроиться под текущее мировоззрение людей. Те, кто рассматривает феномен НЛО с духовной точки зрения, утверждают, что эти явления могут быть результатом демонического вмешательства в человеческую психику. Сторонники этой точки зрения предполагают, что инопланетяне, в кавычках, могут быть духовными сущностями, которые используют современные научные и космические образы, чтобы сбивать людей с толку. Вы спросите, а как же летающие тарелки, например, которые создавались в Третьем Рейхе? Все еще куда более интереснее, чем вы можете себе предположить. Ведь есть информация о том, что оккультисты не только Третьего Рейха, которые тесно были связаны с обществом Врил, получали сведения о высоких технологиях посредством своих медиумов, которые входили в ментальный контакт с некими сущностями, якобы из высшего мира, которые и давали им эти знания. На деле это могут быть демонические силы, которые использовали крупных лидеров, в том числе Гитлера, в своих корыстных целях, но и отдавали им немножечко подарков в виде новых технологий. В общем, чтобы вы поняли, что многие серьезные люди поддерживают эту концепцию, давайте посмотрим то, о чем они говорят. Он говорил это с полной серьезностью.
Итак, значит, Пентагон и Министерство обороны власти приказывают остановить расследование об НЛО, потому что они демонические. Верно. И мы продолжили. Мы сказали, что нам очень интересна эта тема про деятельность этих духов. И он сказал, это будет реализовано уникальным способом. Этот великий план, он заставит людей с радостью принять эту уловку. Потому что, как он говорит, духи объявят себя жителями других планет из далеких галактик. Он считал, что они пытаются заставить нас поверить в пришельцев, и это для того, чтобы они могли разыграть фейковое вторжение пришельцев, что даст возможность подвести всех к приходу нового мирового порядка. Потому что в случае такого нападения мы все объединимся. Есть очень четкая связь между тем, как люди представляют демонов из Библии и других религий, между НЛО-феноменом. И мы имеем то, что есть что-то, не похожее на человека. Военные смогут использовать эти тарелки, которые уже, наверное, несколько десятилетий назад были разработаны на секретных подземных базах, и инсценируют по приказу своих темных хозяев из другого измерения то самое фейковое вторжение, чтобы построить новый мировой порядок во главе с Антихристом. Именно об этом плане и говорил известный канадский журналист французского происхождения Серж Монаст, когда обнародовал информацию о секретном проекте Bluebeam, в один из сценариев которого как раз включается фейковое вторжение НЛО, тех самых в кавычках пришельцев. Слухи о проекте Bluebeam или Голубом луче циркулируют в интернете уже несколько лет. Почему этот проект так важен и как он способен повлиять на мировоззрение целой планеты? Итак, каким образом с помощью высоких технологий господствующий класс планирует создать прецедент мирового масштаба с целью окончательно объединить все государства в одно целое, с целью сковать волю человечества перед лицом глобальной угрозы почище Первой и Второй мировых войн? В 1994 году независимый канадский журналист Серж Монаст опубликовал в Квебековском центре свободной прессы доклад, который он назвал «Проект НАСА «Голубой луч» или Bluebeam». Согласно документу, у истоков проекта Американское космическое агентство НАСА и правительство США. Основная цель – влияние на сознание людей через технологии и стимуляция любого чувства от страха до благоговения. Серж Монаст заявил, что владеет неоспоримыми доказательствами благодаря признанию нескольких человек, которые участвовали в этой программе. Конечный результат проекта «Голубой луч» – это организация гигантской планетарной мистификации, которая будет имитировать голографические проекции пришествия разных божественных и полубожественных персонажей и использовать низкочастотные волны для контроля над разумом. В 1995 году Монаст опубликовал свою самую подробную работу, которая называлась «Торонтские протоколы 666». В своем труде он утверждал, что масонская группа под названием «Три шестерки» в течение 20 лет аккумулировала колоссальные ресурсы из всех сфер человеческой жизни, чтобы установить новый мировой порядок и контролировать умы людей. В 1995 и 1996 годах Монаст заявил, что его преследует полиция и власть за участие в распространении запрещенной информации. Журналист умер якобы от сердечного приступа в своем доме в декабре 1996 года. Ему было чуть больше 51 года. Его последователи уверены, смерть Монаста была не случайной. Что же такое проект «Голубой луч»? Во-первых, следует упомянуть, что он состоит из нескольких этапов. И первый этап, проект НАСА под названием Bluebeam, касается переоценки всех археологических знаний. Речь идет об организации искусственных землетрясений с помощью программы исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн, или сокращенно HAARP, который находится на Аляске. Эти сейсмические катаклизмы должны по сценарию пролить свет на новые артефакты. Их изучение приведет общество к переоценке всех фундаментальных религиозных доктрин. Второй этап включает создание огромного 3D-шоу, голографических фигур в виде явления Мессии, который на самом деле будет антихристом и попытается создать единую мировую религию для нового мирового порядка.
Явление будет настолько реальным, что каждый будет слышать, как Мессия обращается к нему на родном языке. Он объяснит всем, что многочисленные священные писания якобы были неверно истолкованы, что старые религии сталкивали людей друг с другом, поэтому должны быть объединены и трансформированы в религию новой эры, New Age, которую, как вы знаете, навязывает поп-культура. По задумке безумных авторов, до явления Мессии события на Земле доведут человечество до хаоса, войн и катастроф. Скорее всего, это будет достигнуто созданием масштабных, реалистичных голограмм в виде нашествия инопланетян. Это обстоятельство станет предлогом для развязывания вооруженных конфликтов, и они будут все больше дестабилизировать обстановку. В надежде избавиться от этих мучений большинство обывателей примут Мессию и его новую религию как спасение. Человечество согласится на все условия сценаристов этого глобального шоу. Немного о технической части проекта «Голубой луч». Гигантское космическое шоу с участием трехмерных оптических голограмм и ошеломляющими звуковыми эффектами будут адаптированы для каждого региона в соответствии с его мировоззренческими особенностями. Ни одна культура не будет исключена из программы. Объемные изображения будут проецироваться со спутников на слой атмосферы примерно в 96,5 километрах от поверхности Земли. Мощные компьютеры будут координировать синхронную работу лазерных проекторов. Мы время от времени видим тестовые работы в виде летающих тарелок, парящих пирамид и некоторых религиозных чудес, вроде символов. Люди увидят исполнение пророчеств из Библии, Корана и других древних писаний. Проекции божественных персонажей для каждого региона свои, сольются в единое после того, как будут раскрыты правильные объяснения в кавычках тайн и откровений. Для раскрытия секрета этой фишки необходимо изучить исследовательские программы спецслужб, проведенные за последние несколько десятилетий. Немалую роль в разработке технологий дистанционного воздействия на психику Серж Монаст отводит советским ученым. Наверное, после такого количества невероятной информации появляется всего один вопрос. Зачем? Во-первых, если вы запугаете публику и заставите ее бояться за свою жизнь, они позволят вам делать все, что угодно, любые меры, обезоружить их, ввести подробные записи о них. Им нужно только сказать, это все ради безопасности. А во-вторых, это способствует распаду нынешней формы демократической политической системы и побуждает общество искать альтернативы нынешней политической методологии. Конечно, альтернатива уже намечена. Это и называется новый мировой порядок, который сейчас еще называют глобальной перезагрузкой, и в нем не будет вашей безопасности или интересов. В своей книге «Электрическое тело» номинант Нобелевской премии Роберт Беккер описал серию экспериментов, проведенных в начале 60-х годов, где впервые было продемонстрировано одно интересное явление. В 1973 году в армейском исследовательском институте Уолтера Рида доктором Джозефом К. Шарпом, который лично прошел тесты, в ходе которых он доказал, что может слышать и понимать произносимые ему слова в изолированной камере через импульс микроволновой аудиограммы, аналога слова, звуковой вибрации, которая проникала в его мозг. То есть вы понимаете, это целое звуковое сообщение, которое было отправлено в мозг посредством электромагнитной волны. Закулисные элиты не просто держат власть, но и вовлечены в некий культ. Это нам они навязывают атеистическое понимание мира с теориями эволюции и Большого взрыва. Сами же они являются более чем религиозными людьми. Но вот только поклоняются они дьяволу, и культ, о котором идет речь, берет свое начало с древних времен. Этот культ описан еще в Библии – служение Молоху, поклонению Астрате и Ваалу. Распространен он был в Вавилоне и на соседних землях. В Писании есть более 40 упоминаний этого культа. Кто же такие Астрата и Ваал? Это одни из первых детей первых падших ангелов. Они суть нефилимы. Астрата – идол плодородия и разврата. Кстати, другие имена Астраты – Аштар, Иштар, Астарот, Геката. И вот вам интересное задание. Найдите фото статуэток Гекаты и сравните их со статуей свободы. Ваал – ее муж, идол плодородия, войны и солнца. И Астрата, и Ваал имели ипостась противоположного пола. Кстати, изображался как женщина с бородой. Понимаете, к чему теперь нынешние тенденции? Астрата тоже иногда изображалась с бородой, а теперь сопоставьте эту информацию с тем, что сейчас активно продвигается через каналы шоу-бизнеса и Голливуда. Но вернемся к Астрате, она же Астарот, она же Аштар. Сегодня представители разных конфессий, а также философских и эзотерических течений говорят о борьбе сил света с силами тьмы. Это действительно так. Но вот кого эзотерики считают представителями сил света? Они называют их конфедерацией, плеядианцами, братьями по разуму из соседних созвездий.
Однажды падшие ангелы уже пришли к людям, смешались с ними, соблазнив женщин. Дали некие знания и умения, которые в итоге привели к ужасному развращению и гибели первого мира в потопе. Люди того мира приняли их с распростертыми объятиями. Они далеко не сразу распознали, что они слуги Люцифера. Падшие ангелы научили колдовству, варению трав, астрологии, производству оружия и прочему. Они были прекрасны внешне, женщины таяли от их притягательности. Они не пришли как ужасные монстры из преисподней, но дети этих ангелов были ужасны. Они творили бесчинство, занимались созданием гибридов и едали людей, что в принципе отражено в легендах о великанах, которые в один момент одичали. Это было великим обольщением. Так и в наши дни нефилимы придут как более развитые братья по разуму, чтобы снова дать некие знания. Как и в те древние времена, они несли якобы просвещение, свет. Комментатор Стивен Бен-Нун поделился отрывками из книги Еноха. Енох выполнял функцию посредника между падшими ангелами, которые восстали против Бога, и праведными ангелами, которые служили и выполняли приказы Творца. 200 ангелов спустились с небес и взяли женщин по своему выбору, скрещиваясь с ними, тем самым дав начало расе нефилимов. Падшие ангелы научили человечество не только ремеслам, а Азазель научил мужчин изготавливать мечи, ножи, щиты и также произведения искусства из металла. Есть такая интересная манипуляция, к которой часто прибегают мироправители. Называется прогнозное программирование. Тут нужно упомянуть, что управление массовым сознанием в рамках всего населения Земли дело непростое, но с определенным набором инструментов более чем осуществимое. Один из таких инструментов – это Голливуд. Сложно переоценить степень его влияния на наше мировосприятие. Оно поистине колоссальное. Многие из наших мыслей и убеждений, которые мы считаем своими, на самом деле были заложены в нашу коробочку через кино. Голливуд помогает загрузить на наши сервера как определенные мотивы и модели поведения, так и ожидания. Так вот, об ожиданиях и последующей их реализации. На протяжении последних более чем 70 лет Голливуд бомбардирует нас фильмами различных жанров, но в том числе и фантастикой про пришельцев. Что же мы узнали для себя из этих фильмов? Что инопланетяне бывают злые и добрые, что их визит – это или вторжение, или прибытие, что они имеют разную внешность, есть захватчики-паразиты, а есть старшие братья по разуму. Кто-то из них пришел разрушать, а кто-то учить и созидать. А еще тот, кто верующий, предостерегающий об опасности таких контактов, сумасшедшие, что очень наглядно показано в фильме «Контакт». Ну и туда же все эти бородатые оборванцы, стоящие с табличкой «Покайтесь, конец близок». Понимаете уровень манипуляции? Вам уже заложили, как нужно относиться к подобным посланиям. Все это уже есть в наших головах и кажется таким логичным и понятным. Если предположить, что все эти фильмы снимают не для того, чтобы нас развлекать, а чтобы формировать для нас определенную реальность, то сначала создают ее ментально, где-то в мире идей в наших головах, а уже потом являют реальное воплощение этой идеи. Тогда получается, что нас готовят к вторжению, друзья. И все эти звоночки об инцидентах из официальных СМИ лишь закрепляют эффект, созданный Голливудом. Нам остается лишь ждать этого в относительно ближайшем будущем. Главный вопрос все же в том, кто будет явлен человечеству под личиной внеземной цивилизации. Пишите в комментариях ваши ответы на этот счет. А также подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока!